Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж выйдет». Друзья, через пару дней мы покинем этот отель. Просто не верится. Я представляю, в каком шоке вы, сколько видео я здесь поснимала, сколько лет мы здесь жили. 8 лет Парам здесь жил и работал. Но мы с Артуром, учитывая наши постоянные поездки на родину, меньше. Ой, обезьяны, тихо. Это тоже очень много. Сколько воспоминаний, сколько всего, ребята, сколько всего. Так грустно сейчас, вообще какие-то непонятные чувства. Конечно же, я понимала, я представляла себе этот день, когда мы перевернем страницу своей жизни. Но, честно говоря, я представляла себе все это несколько иначе. Я была уверена, что отсюда, из Мадумалти, мы переедем в свое собственное жилье, в свой дом, квартиру. Во всяком случае, не будем менять шило на мыло. И сейчас посмотрите, пожалуйста, небольшой сюжет, что касается нашего мыла, нашего нового пристанища. Сейчас я вам покажу. Мы вчера вечером с Парамом туда ходили, снимали, что там, на каком этапе ремонт. В общем, сейчас вы все увидите. Вот, друзья, мы пришли проверить, как здесь идет процесс, рабочий процесс, наше будущее бунгало. Уже, кстати, через 2 дня будет 1 октября, и мы, по идее, должны были вселиться. Изначально так договаривались, но вы видите, явно не успеваем. Причем это номера для клиентов, а внизу вообще все печально, там, где мы будем жить. Но тут, я думаю, они успеют скоро, наверное, дня 3-4, если постараться, то успеют. Вы видите, как бы здесь уже все почти сделано. А вот внизу, пойдем сейчас еще внизу посмотрим с Парамом, как там обстоят дела. Я вот так нервничаю, ребята, мне, честно говоря, сейчас очень тяжело видео снимать, потому что все мысли у меня... Хотела спуститься вниз, а Парам говорит, можно и отсюда все увидеть. Отсюда с балкончика видно, что доставили, наконец-то доставили плиты. Это будет на кухне разделочный стол и полочки. Доставили, но пока еще не установили. А здесь сколько они будут продолжать делать? Неделю, наверное, потому что еще кроме стен... Ой, господи, надо будет установить вентилятор, а это уже другие работники. Их тоже надо будет найти. Я так переживаю, ребята, так переживаю. Что будет послезавтра? Суббота. Суббота у меня будет судный день. Я не знаю, как хозяин Мадумалти поступит с нами. Вот это вот меня сейчас больше всего волнует, потому что нам некуда будет идти. Если он скажет, все, уходите, покидайте номер, который вы занимаете, или что он скажет. В общем, Парам с ним конкретно не договорился, то есть они разговаривали, Парам ему все объяснил ситуацию, но тот не дал никакого ответа, вообще ничего не ответил, поэтому это будет очередной сюрприз. То есть я Параму говорю, поговори еще, то есть я ему плешь проедаю каждый день по этому вопросу, хоть бери да сама, иди с ним разговаривай, честно. Вон, кстати, сидит владелец этой усадьбы, хотела сказать, как Парам сказал, это бунгало. Парам считает, что это бунгало. Интересно, какой он. Вот, знаете, он такой необычный человек, без эмоций вообще абсолютно. То есть с ним разговариваешь, что непонятно, в каком он настроении, не улыбается, не сердится. Говорится, темная лошадка, я его не понимаю. Парам тоже говорит, я не понимаю, но, говорит, какие-то общие знакомые есть, которые сказали, что он нормальный человек. То бишь репутация у него хорошая. Но, друзья, одно дело, как о нем отзываются друзья, а другое дело, как вот именно вот в таком вот сотрудничестве, как он себя проявит. Вот это вот очень важно. Папа, почему это секрет? Сейчас вы видите возле нас, но уже не совсем возле нас, скажем так, напротив отеля Мадумалти ведутся ремонтные работы. После ливней, после всех этих многочисленных дождей нужно перекладывать кирпич. И вот эти вот мужчины, Парам говорит, this is government
То есть это государственные работники. И сколько у них зарплата? 300 again we give nothing. Ничего себе, это 300 рупий в день они зарабатывают. Но зато у них пенсия будет. But after retired they will have money. Ну, это как бы плюс. Но пенсия у них тоже не очень большая будет, конечно. Ну, Парам говорит, у них каждый день какая-то работа. По-любому в этом поселке какие-то работы найдутся для них. С 9 до 5 у них работа. Как здесь будет красиво. Я смотрю, ребята, смотрю и любуюсь нашими, смотрите, цветами, деревья. Я стою сейчас, наблюдаю за ними, как они работают. Ну так, видно, что не сильно перетруждаются. Видите, один что-то делает, другой в телефоне. Здесь просто сидят, рассказывают, поддерживают морально. И у них еще выходной, в воскресенье выходной, ну и, соответственно, на государственные праздники официальные тоже они отдыхают. Смотри. Надо Парам будет и тебе какую-то подработку найти, потому что I say maybe we must find for you some more extra work. Why not? Почему и нет? Потому что, смотри, здесь у нас отель Мадумалти 11 номеров, причем большие номера, соответственно, денег зарабатывали на этих 11 номерах гораздо больше, чем потенциально можем заработать на 4. Kitna paisa? Вот хочу обратить ваше внимание, вот посмотрите, вот эта вот женщина, какая у нее осанка. Благодаря тому, что она всю жизнь вот так вот на голове носит сумки, у нее ровная спина, ровный позвоночник и лицо тоже. То есть нет такого вот, знаете, как обвисшие щеки, птоз, да, это называется. Все у нее, как у молодой, угол молодости присутствует. Это все вот благодаря осанке, да, девочки, очень важно, чтобы спина была здоровая, ровненькая, и тогда и лицо будет подтянутым. Like this. Yeah, exactly. Вот, еще раз вам показываю. Вы видите, какое у нее лицо, действительно потянутое. Но если бы она еще там какой-то уход соблюдала, кремами пользовалась, наверное, вообще как девочка была. Я сейчас этим интересуюсь, потому что массаж делаю для лица, и поэтому обращаю внимание на женщин постарше себя. Но действительно там, когда я массаж делаю, учусь этому и учат, кроме массажа, еще соблюдать некоторые правила. Ну, опять же, я повторюсь, осанка. О, а что мой сыночек делает? Расскажи. Готовлюсь к поездке. Хочу быть красивым. У Артура есть поломанные игрушки, и он все думает, что их могут в городе отремонтировать. А я говорю, нет, никто тут таким не будет заниматься. Здесь выбрасывают, здесь никто голову не ломает и энергию не тратит на починку. Я то, что смогу, могу поремонтировать. Ну, конечно, я не супер гениальный человек в этом плане. They must go this way. Я сейчас на видео сняла мужчин, которые выполняют очень тяжелую работу. И поинтересовалась у Парама, сколько же они зарабатывают. Ну, действительно, очень тяжело. Представьте, в гору такие тяжести заносить. Сколько же они зарабатывают? What's his salary? They take one trip. The dependent is Madhumalti 2000 they take. Ну, в общем, 2000 стоит расстояние от карк-паркинг, от парковки до, ну, допустим, до нашего Мадумалти. Это где-то 3 километра. Ну и, соответственно, делят на всех. Ну, в день у них может быть in day how many? 4 rounds. Иногда где-то 4 раза могут. If you after you say na 5 rounds you want come on. Ага, ну то есть Парам объяснил, что бывают такие дни праздничные, когда очень много заказов. То есть они привозят в отеле, так как у нас транспорт здесь
запрещен, они доставляют какой-то груз, может, стройматериалы и так далее. Вот. И даже когда сезон, очень много заказов, они все равно отказываются, потому что, ну, как бы, жалеют себя. Около 1000 рупий в день они зарабатывают. Ну, естественно, 1,500, Парам говорит, что очень много тратят на еду, потому что, ну, тяжелый труд. Соответственно, им надо Парам хорошо кушать, хорошо питаться. Вот это наглость, собака пришла, я нашей Айшварии положила еду, а прибежала собака и съела. Но я не знаю, наверное, не все. Я какое-то время постояла. Но посмотрите, какая она смелая. Вот я, честно говоря, даже боюсь. Я вроде как должна была прогнать этого пса, но мне кажется, что вот голодный пес, которого прогоняют от еды, может укусить. Поэтому я не рискнула. А она нет. Она, видите, его шуганула. Готовлю сейчас салат. Огурцы, помидоры, сыр, яйцо и домашний майонез. Майонез моего собственного приготовления. Вот, и хочу же вам рассказать, друзья. А я тоже кто-то писал в комментариях, что, мол, почему ты кожуру снимаешь с огурцов. Я даже с помидоров снимаю кожуру, но вот Артуру не нравится, он не ест. Яблоки мы всегда чистим. Вот, так вот, по поводу разговора. Парам вчера вечером все-таки поговорила с хозяином этого отеля. Хотел, он так надеялся, Парам до последнего надеялся, что тот продлит аренду нам. Даже если бы он поднял цену, все равно мы бы что-то бы здесь дозаработали, учитывая то, что очень много здесь постоянных клиентов, учитывая, что уже все здесь, все знаем, все уже схвачено. Но нет, он сказал, я хочу, говорит, сам сейчас заниматься этим отелем. Хочу, думает, что он будет много зарабатывать. Говорит, ой, боже, везде шумят. Что он сейчас на пенсии, у него свободное время и хочет попробовать сам. Посмотрим, как у него это получится. Ну, идите, котики, вы такое не едите. Сначала берем вату, обматываем ее ниткой, чтобы во время и эксперимента она не развалилась. А потом, знаете что? Нет. Удышание. И потом санитайзером так обмачиваем. Главное, чтобы на мою рампу не сделалось. Это кусочек выкидываем. Так, надо проверить, чтобы все везде было мокро, чтобы это не сожглось. И... Артур, следи за... О, ну... Ничего. Артур эксперименты показывает Салману, но мне кажется, ему пока не сильно это интересно, сына. Но ведь классно. Классный эксперимент. Получается огонь, который можно трогать. А здесь, видите, тоже ремонтные работы. Стол, кстати, новый, видите? Вот стол новый. Только ни в коем случае не делайте без санитайзера. Это очень опасно. Это будет горячо. Вот с санитайзером это руки обмачивает санитайзер. И этот огонь... Да, потому что там как бы вода есть, которая охлаждает. И этот огонь называется низкотемпературный. Очень шумно, на кухне решила здесь продолжить, значит, по поводу разговора. Идите. Значит, Парам объяснил хозяину отеля, что наше жилье не готово, что не успевает до 1 октября точно, и что примерно неделю нам негде будет жить. Так тот сказал, что ничего страшного, говорится, вошел в наше положение, говорит, можете здесь пожить. Но в то же время он вчера сказал, давайте уже с верхнего этажа, где у нас там запасная комната была, говорит, оттуда переносите все вещи, говорит, я туда хочу уже что-то складывать. То есть непонятно, у него постоянно настроение меняется, возможно, он скажет и этот номер он захочет там сдать, допустим, в субботу, когда будет много клиентов. В общем, мне вообще абсолютно эта ситуация не нравится, знаете, и так как-то на птичьих правах здесь жили, а сейчас так тем более. Вот, и я сегодня тоже вместе с Парамом и с Артуром ходила смотреть, как там наше жилье, на каком этапе строительства там. Ну и вот сняла небольшое видео, посмотрите, пожалуйста, сюжет. Ну, явно еще неделю, так точно они будут продолжать строительство. Как интересно, меня строители смотрят или нет? Если смотрите, напишите, пожалуйста, правильно ли этот парень все делает. Плитку кладет, видите, это washroom. Туалет с ванной.
नोट करने वाले हैं Молодой парень. कितना दिन में कंप्लीट होगा इसको Are you professional? Не отвечает. Ну, я надеюсь, что несмотря на то, что он молодой, опыт у него хороший. Ну так, вроде бы как... Что ты скажешь? А что, ровненько или не очень? Ну да, я на это тоже надеюсь. Артур тоже говорит, надеюсь, что он профессионал. Посмотрите, как он... А то не хочу, чтобы тут в туалете все развалилось. Ну, конечно, никто не хочет, чтобы здесь в туалете все развалилось. А это комната, это наша bedroom. Тут будем спать. Еще интересно, смотрите, ребята, это underground floor. То есть получается, что вот эта вот стена полностью под землей находится. То есть это здание с одной стороны как бы закопано, а с другой стороны вот, пожалуйста, окошко. И я вот думаю, может быть, это не очень хорошо, ну, в том плане, что, может быть, сыро здесь будет или будет все отваливаться, если одна стена, получается, находится под землей. И здесь в Матеране горная местность, поэтому вот такие вот здесь строения. Я нигде раньше такое не встречала. Ну вот хозяин отеля, он так живет, то есть получается отель у нас, все время говорю у нас, был отель двухэтажный и плюс еще этаж, который находится под землей, ну не этаж, а как бы квартира, где он, собственно, и живет. Когда его семья приезжает, они там тоже останавливаются. Ну и в принципе, вы знаете, где-то года 2 назад у него был ремонт капитальный и... не очень удачно. Я помню, у него там потолок обвалился. Так что, может быть, действительно это не лучший вариант. Вот так вот. А здесь, видите, у нас кухня будет. Мне уже нравится, что несколько помещений будет. Что здесь на кухне можно будет и готовить, и стол поставить, довольно-таки большая площадь. Что не надо будет где спать там и есть. Вот это вот я не люблю, потому что вечно крошки. В спальне будем спать, а Артур будет на улице играть. Вот здесь, смотри, какая большая площадка. Здесь мы даже можем игрушки твои оставить. Вот здесь будешь развлекаться. И будет всегда чистота и порядок. Артур сейчас активно готовится к экзаменам. Представьте себе, в сентябре у них начались занятия. Первый месяц им давали новый материал, а сейчас у них подготовка идет. И 10 октября начнутся по всем предметам экзамены. Ребята, уже сейчас у них тесты, проверки, какие-то конкурсы. Ну и, соответственно, задают много домашней работы, чтобы они все запомнили. Вот это, допустим, сейчас английский. Там дается текст, рассказ, потом нужно отвечать на вопросы. Вот пропущенные слова надо вставить. Вот так, а тут задание на вопросы отвечать. То есть нужно прочесть. Это на экзамене тоже будут такие вопросы. Но у них таких текстов очень много. Видите, в общем, какой-то из этих текстов будет у него на экзамене. Неизвестно какой. Вот надо будет прочитать вопрос и ответить на него, написать в письменном виде. Если бы в устном, Артур очень хорошо вообще в устном, да, сынок, даже учительница хвалит тебя, говорит, он очень хорошо все понимает, все отвечает, но вот написать не сильно умеет грамотно написать, поэтому вот надо 100 раз написать, чтобы наконец-то запомнил на 101-й. Котики, смотрите, нас окружили. Котики, как вы будете без нас? Как вы будете? Будет ли вас кормить или только чапати будет вам давать? Сегодня, кстати, Артур их молоком напоил. Причем здесь сюда специально отошел, чтобы хозяин отеля не видел. Не знаю, просто, может, не все смотрели то видео. Я рассказывала, что он считает, что мы их сильно разбаловали, что мы их кормим, а их не надо кормить, только иногда давать рис и чапати. А так они сами должны искать себе пропитание. Вот, кстати, многие из вас тоже в комментариях написали, что не надо баловать котов. Но это, наверное, те написали, у кого коты в подвалах неприятные запахи оставляют. Наверное, эти люди написали. Ну, а я считаю, что как? Ну, они, кстати, ловят мышей. Несколько раз вот эта вот большая мать поймала. Один раз спасла Насима от змеи. Ну и, естественно, их надо кормить. Хотя бы в знак благодарности. Так, я не поняла, чего это мы развалились, почему не пишем, а? Мне перед
10 минут перерыв. Я не объявляла, не было звонка на перерыв. Откуда перерыв? А? Сам придумал. Вот это постоянно у него перерывы, и так растягиваем удовольствие. Уже давай сделаем дело и будем гулять смело. У меня перерыв. Ну расскажи. Еще завтра есть. Завтра есть время. Но у тебя времени еще много, в принципе, до 10 октября. Но надо, у тебя же не только английский, у тебя очень много предметов. Расскажи зрителям о твоей победе, о том, как ты завоевал, да, 3-е место. Ну, 3-е место это тоже хорошее место, учитывая то, что соревновалось 2 класса, 1-й и 2-й. Напомню, Артур у нас ходит во 2-й класс. Расскажи, что за конкурс был? Урок пения. По пению у них был active song, то есть надо было не просто спеть, но еще и показать. Показать как? Расскажи, ну чуть-чуть. Чуть-чуть спой, сынок. Кто там? Кто там? Курочка. Одна курочка и один попугай. Внимание, внимание! Выступает Артур Пармешварович. Давай. Артур, за такое вообще ты же не так пел. Покажи, как ты там спел. Так мне сейчас лень, у меня перерыв. Ring the bell and clap, clap, clap. Sing with me today. В общем, ну, это отрывок из песни, я не буду все вам показывать. Ну и плюс, это он так сейчас мух и комаров отгоняет. Вот, друзья, а там он выступал, не только пел, но еще и выступал. Сейчас, говорит, на перерыве ему нужно отдыхать. Хорошо, спасибо, спасибо, сынок. Сегодня суббота, субботнее утро, и смотрите, Парам по привычке стоит, ждет клиентов. Ну, на самом деле он, видно, вышел поговорить с Нисарбаем. Сегодня уже клиентов будет искать наш бывший босс, хозяин отеля. Хозяин отеля Мадумалти. Но почему-то он сидит внизу. Не знаю. Там клиенты могут. Не знаю, может он думает, что они так сами будут приходить. Хотя так и будет, но сегодня просто день такой. Сейчас в Индии религиозные праздники, которые люди в основном проводят дома. Поэтому сегодня такая суббота, что особо много народа не приедет. А потом, конечно, будут приходить. Мы уже наработали столько клиентов. В основном все постоянные. Особенно на выходных. На выходных в основном всегда приезжают уже постоянные, целенаправленно. Так, конечно, иногда могут заблудшие какие-то попасться. Парам, мне кажется, за эти дни даже постарел. Такой у него вид ужасный, весь на нервах. Он, как вы знаете, так старается не показывать, но я что его уже хорошо знаю. Чувствую все, о чем он думает, все его ощущения. Ну все, мои дорогие зрители, буду закругляться. Так уж получилось, что сегодняшнее видео, наверное, я полностью посвятила нашей семье, точнее нашим проблемам. Вот. В будущем, обещаю, буду снимать больше про Индию, более информативные сюжеты. Ну а на сегодня все. Спасибо большое, что вы с нами в это нелегкое время. Спасибо вам большое. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорого. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.